История судна Королевского флота HMC Endurance. Компания Кроуга Верфт из Германии построила его в 1956 году под названием Анита Ден. Правительство Великобритании купило его в 1967 году, и оно было введено в состав Королевского флота как судно HMC Endurance. Названное в честь одноименного парусного судна, на котором исследователь Эрнест Шеклтон отправлялся в антарктическую экспедицию в 1914 году. Судно сохраняло присутствие Великобритании в Антарктиде и на Фолклендских островах. Оно также поддерживало британскую антарктическую службу. У него был ярко-красный корпус, что характерно для полярных судов для улучшения видимости. В феврале 1972 года, когда круизный лайнер Lindblad Explorer сел на мель, Endurance находился поблизости под командованием капитана Роудни Боудена и принимала участие в спасательных операциях. Endurance был оборудован системой прослушивания сигналов наверху ангара и укомплектован испанскими лингвистами для мониторинга радиосвязи и сбора разведывательных данных у берегов Южной Америки. Данные были обработаны и в 1970-х годах легли в основу большей части анализа Центра правительственной связи Великобритании по Южной Америке. Оно привлекло внимание общественности во время участи в Фолклендской войне 1982 года, когда окончательная капитуляция войны произошла на борту Endurance. В Белой книге обороны 1981 года предлагалось сокращение военно-морского флота, включая вывод из эксплуатации Endurance, который был запланирован на 15 апреля 1982 года. Предложение выхода судна из антарктического патруля без замены было воспринято в Британии как поощрение аргентинского вторжения. 19 марта 1982 года, когда судно Endurance находилось в Стенли, британские власти получили известие о том, что аргентинское военно-морское судно высадило на Южной Георгии аргентинских гражданских лиц, поднявших аргентинский флаг. Аргентинская группа, выдававшая себя за торговцев металлоломом, заняла заброшенную китобойную станцию в гавани Лейт на Южной Георгии. Endurance под командованием капитана Ника Баркера был послан, чтобы приказать аргентинцам покинуть остров. На судне был небольшой отряд Королевской морской пехоты, а также дополнительные морские пехотинцы из военно-морской группы. 21 марта оно отплыло в Южную Георгию. В апреле британское командование приказало Endurance присоединиться к оперативной группе Великобритании, которая 22 апреля высадила солдат в Хаунд-Бэй на Южной Георгии. Суда оперативной группы ушли в более глубокие воды в качестве меры предосторожности против аргентинских подводных лодок, но Endurance ушел в морской лед у берега. Судно участвовало в боевых действиях 25 апреля 1982 года, когда два его противолодочных вертолета ВОСП участвовали в атаках на подводную лодку Ара Санта-Фе, которая позже была покинута ее экипажем. Когда на следующий день аргентинские войска сдались, судно осталось возле острова, чтобы нести флаг Великобритании и поддерживать военно-морское присутствие. Оно также принимало участие в спасении кинематографистов Синди Бакстон и Энни Прайс, которые попали в войну во время своей работы. После сдачи Аргентиной Фолклендских островов, Endurance, Ермаут, Олмейда и буксир Алваджиман отплыли к Южным Сандвичевым островам. 10 аргентинских военнослужащих сдались после того, когда поняли, что морские пехотинцы-разведчики из Endurance и 42 десантника Королевской морской пехоты высадились. Ближе к концу своей жизни судно получило прозвище Encumbrance из-за проблем с надежностью. В 1989 году оно столкнулось с айсбергом, и хотя оно было отремонтировано, обследование в 1991 году показало, что его корпус недостаточно прочный для возвращения в Антарктиду, поэтому его окончательно списали. Его заменил MV Polar Circle, позже переименованный в Endurance.